В принципе, с самой библиотеки, то есть суть React Query — это библиотека для получения кэширования и синхронизации обновления серверного состояния. То есть, по факту, я бы сказал, больше вариант для кэширования, чем для всего остального. Ну, некоторые позиционируют еще как замену отчасти редакцию, ну, как сказать. Редакт все-таки, он, мне кажется, более гибкий, более для всех привычный. Все-таки получение данных из какого-то стейта, из какого-то бизнеса, это все-таки, кажется, более правильное решение, чем хранить все данные в кэше, и за кэшем нужно постоянно следить. Так, если рассмотреть стандартный пример, то есть для работы React Query требуется создание query клиента. Вот сейчас на слайде, который почему-то не прогрузился в презентацию. Вот. Сейчас на слайде видно базовая структура, создание query клиента. По факту, чтобы хуки из query работали, нужно создать query клиент. Тут, в принципе, ничего сложного. Мы создаем query клиент провайдер, прокидываем туда непосредственно сам query клиент и дальше продолжаем с ним работать. Тут просто базовая структура, дальше более подробно объясню. Основные операции. В принципе, основные операции в React Query — это получение данных, то есть непосредственно сам запрос, мутации и, в принципе, остальные побочные вытекающие. То есть, чтобы это вот просто чтобы получить запрос, это произвести мутацию. Далее я подробно объясню, сейчас останавливаться не буду. Ну и доступ к клиенту мы вот просто получаем, вызывая в query клиенте есть такая штука, как глобальные и локальные настройки запроса. То есть на первом слайде, где я показывал, как создается сам query клиент, мы можем указать дефолтные настройки. Там очень много настроек, там копаться, не перекопаться. То есть мы можем их указывать глобально при создании самого клиента, либо непосредственно передавая как третьим параметром, когда уже мы делаем запрос, либо мутацию. Из таких основных параметров я бы выделил повторное выполнение провалившихся запросов, то есть по умолчанию они отключены, но также можно выставлять различное количество, либо сделать их бесконечными, либо же указать какую-то функцию кастомную для обработки провалившихся запросов. То есть и по умолчанию задержка экспоненциальная, то есть мы имеем 2, 4, 6 секунд и так далее. То есть на каждый раз задержка для повторного запроса увеличивается. Также, пожалуй, самые важные параметры это cache time и stale time. Cache time по дефолту это 5 минут, и stale time по дефолту 0 миллисекунд. Что это такое? Cache time это количество времени, сколько после выполнения запроса хранятся в кэше наши данные. То есть, мы можем указать 0, и после, например, повторной отрисовки, либо когда мы повторно открываем окно, будет снова происходить запрос, потому что у нас кэш устарел. Stale time — это, в принципе, время, сколько данные считаются свежими. То есть есть такое понятие, как свежие данные, то есть они по умолчанию идут 0 секунд, то есть данные, как только мы получили, по дефолту уже считаются устаревшими. Все равно они хранятся 5 минут, и повторный запрос происходит только по истечении определенных параметров, дальше тоже расскажу. Также мы можем, в принципе, указать эти параметры как infinity, и тогда данные в кэше будут храниться бесконечно. Также в query есть такая штука, как DevTools. Выглядит, конечно, она немножко странно, но ее можно кастомизировать, хотя ни разу не видел в одном туториале, чтобы это делали.
Примерно выглядит это вот так. Сейчас откроется. Вот. Это DevTools. То есть это данные, которые мы получаем, они по умолчанию у нас становятся свежими, сразу устаревают или сразу перекидываются в stale. То есть это данные, тут показываются данные, когда идет запрос непосредственно, и inactivate, то есть данные, которые непосредственно не используются страницы на данный момент. Там дальше будет видно, когда примеры буду показывать. Так, то есть из важных настроек по умолчанию, в принципе, чуть рассказал, но вот основные такие моменты. То есть экземпляр запроса создается с помощью useQuery или useInfinityQuery. Это такие, наверное, базовые хуки. И они по умолчанию все кешированные данные считают устаревшими, потому что fresh-time у нас 0. Устаревшие запросы, они автоматически повторяются в фоновом режиме. То есть stale time 0, как я уже говорил, они каждый раз устаревшие и обновляются в том случае, если мы там переключили окно браузера, например, у нас монтировался новый компонент, в котором происходил этот запрос. Или мы там отключились от сети, заново подключились. Или можно еще указывать refresh интервал, то есть через какой период они будут автоматически без нашего, так сказать, без каких-то там ручных действий автоматически перезапрашиваться. Также результаты запроса, не имеющие активных экземпляров, становятся неактивными. То есть по факту, если если данные, полученные с запроса, сейчас мы не используем, они просто там где-то себе отдельно хранятся в кэше, и в DevTools они там помечаются как неактивные. Для того, чтобы потом могли с ним снова вернуться. Помеченные как неактивные данные, если у нас там кэш time стоит там 5 минут, они удаляются через 5 минут, соответственно, это также все настраивается. И что прикольно, эти данные там не захламляют кэш, по сути, потому что они в итоге рано или поздно все равно сборщик мусора их все собирает и удаляет. По умолчанию все запросы, которые провалились, у нас пришла ошибка, нету подключения к сети и прочее, они будут повторяться 3 раза, как на предыдущем слайде я показывал, этот параметр также можно настраивать. И также все запросы, они, можно сказать, условно именованные, потому что у каждого запроса есть определенные ключи, и они структурно распределены. В дальнейшем об этом поговорим. Вот, в принципе, структура базового запроса. То есть useQuery возвращает нам объект, в котором есть просто огромнейшее количество всяческих настроек. Но, честно говоря, используется там от силы штук 10. Причем такие, как, например, isLoading, isError мы можем еще там разбить и не вызывать их, а вызывать, например, переменный статус. В дальнейшем будет видно. Вот еще, кстати, важный момент. Разработчик useQuery говорит, что всегда нужно делать проверки на то, идет ли сейчас загрузка запроса, есть ли ошибка, и проверять лучше перед тем, как мы отрисовываем данные, вообще на наличие даты. Потому что это все происходит в фоновом режиме, и иногда бывает такое, что когда мы хотим обратиться к объекту, который мы, например, запрашиваем, а его еще нет, useQuery выдает ошибку, что дата, мол, не существует, и чувак, что ты хочешь. Поэтому вот постоянно нужно пользоваться этими флагами. И в принципе, реально привыкаешь, это удобно. Тебе не нужно кастомно никакие use-state создавать. У тебя все ошибки, даже вот сама ошибка, то есть текст ошибки у тебя уже кастомно зашит в запросе. Вот, там была деструктуризация, вот, в принципе, сам объект запроса result. У него объект запроса, и у него также есть, я уже говорил, методы, то есть isLoading. Мы можем использовать либо isLoading, вытаскивать, либо просто взять статус. У статуса тоже есть свои определенные
значение. То есть isLoading или статус loading — это запрос находится на стадии выполнения, то есть ошибка, успешен и запрос отклонен. Вот в jQuery можно перерывать запросы, и когда запрос прерван или запрос не активен, то есть мы можем просто запретить ему делать любые запросы, он находится в состоянии idle. Также, кстати, есть прикольная штука isFetching, то есть это когда запрос у нас происходит, когда данные, например, устарели, запрос происходит в фоновом режиме, есть локальный isFetching для конкретно текущего запроса, а есть глобальный isFetching. Мы можем там всякие, например, там прогресс-бар сделать по документу в целом и отслеживать прогресс либо локального запроса, либо всех запросов нашего приложения. Есть. Теперь, что касается непосредственно ключей запроса. Тут, в принципе, на слайде есть все основные моменты. То есть ключ запроса — это под конкретную задачу. То есть, когда мы запрашиваем какие-то данные, мы должны обязательно указывать либо строку, которая состоит, например, из одного слова, либо массив. Просто в любом случае строка приводится к массиву. То есть, если мы хотим запросить какую-то определенную конкретную задачу, например, стандартный пример — это to-do. То есть, например, to-do с ID 5. Мы передаем название запроса to-do и конкретно задачу, которую мы хотим получить, то есть ID, например, 5. Также мы можем передавать можем в массив передавать объект непосредственно с какими-то конкретными, например, настройками. То есть мы хотим получить to-do ID, у которой 5 и у которой есть свойство preview true. И также со списком выполненных задач. Что еще касается переменных функций запроса, если функция запроса использует переменную, такая переменная должна включаться в запрос. То есть, если мы хотим получить конкретно тудушку по ID-шке, ее обязательно нужно указывать в массиве запроса. Также по необходимости мы можем получить доступ к данным, которые указаны в ключе запроса. Обычно бывает просто, не через доступ к ключам именно делают запрос, а просто прокидывают, если это где-то в одном месте находится функция, например. Обычно запросы делают именно через доступ к ключам запроса, вот как указано здесь. То есть мы, получается, прокидываем ключ, у нас это объект статус и page с свойствами статус и page. И далее, когда мы делаем непосредственно запрос, мы вытягиваем ключи, то есть, опять же, используем деструктуризацию. У нас есть массив этих ключей query key в самом useQuery. То есть мы вытягиваем дефолтный ключ, который нам, в принципе, не нужен. И также вытягиваем непосредственно ключи, которые нам необходимы для запроса. То есть статус и page, либо ваши. Также в useQuery можно выполнять параллельные запросы, либо просто сделать несколько запросов в одной функции и вызвать их, либо можно использовать hook useQuery, который вернет, в который мы передаем массив запроса, и он также нам возвращает массив ответа. Если, например, у нас запроса непостоянное количество, то есть какое-то динамическое, то есть может меняться от рендера к рендеру, тогда мы можем также использовать useQueries и промапиться просто, и туда непосредственно уже передавать ключи. Также, кстати, тут еще одна такая фишка. Мы можем передавать настройки не просто параметрами, а можем передавать как объект. И у объекта query есть, options объекта query есть определенные ключи, то есть это query key, то есть мы указываем, просто прописываем непосредственно. То есть это query key, query function и options также можем прописать и передать третий параметр. Так, в принципе, делают, но обычно просто прокидывают как параметрами и все, без конкретного указания, что это ключи, а это функция. Разные моменты нюансы бывают, смотрите по ситуации. Вот.
Также существует такая фишка, как зависимые запросы. То есть, если у нас есть запрос, который зависит, например, от какого-то айдишника, ну, этот айдишник мы, допустим, еще не получили, там он к нам еще не пришел, либо с ним что-то случилось, мы можем option, вот он, кстати, тут передается как раз третьим параметром в jQuery запрос, мы можем передать enable. Если он у нас находится в fails, то это означает, что ни при смене, ну, ни если интернет отвалился, ни при смене фокуса окна не будет идти новый запрос. Чтобы выполнить этот запрос, нужно принудительно сделать либо refetch, либо дождаться, пока у нас параметр, который является user ID, станет true. Когда enable true, у нас опять включаются вот все автоматические фоновые отправки запросов. Вот. Запрос отдельной записи. Тут используется, опять же, на помощь приходят ключи. Ну, в принципе, он очень похож на базовый запрос. Мы просто используем hook jQuery, передаем туда ключ, например, это массив пользователей, передаем туда объект. Объект с ключом и делаем непосредственно запрос. Вот, кстати, вот этот пример того, когда не вытаскивается именно ключи с query key, а просто передается как параметр функцию, потому что оно все лежит в одном месте, то есть не разбито отдельно на функцию запроса и на useQuery. Оно просто в одной функции, и тогда можно не вытягивать ключ, а просто его прокидывать как параметр. Кстати, вот еще одна фишка, почему иногда люди говорят, что React Query можно использовать вместо Redux, это получение данных из кэша. То есть нам не нужно данные куда-то отправлять, где-то хранить. У нас данные хранятся непосредственно в кэше, и в любой части приложения мы можем получить к ним доступ. Initial data мы можем указывать, то есть во время запроса мы можем указывать какие-то первоначальные данные до того, как мы получим непосредственно запрос, и они адресуются. И также мы можем указывать первоначальные данные из кэша. То есть для этого мы используем непосредственно сам query клиент, и у него есть такой метод, как getQueryData. То есть, например, если до этого мы получили, вот тут, например, мы получаем список to-do, у нас этот запрос сохраняется как по ключу to-dos. И вот здесь, когда мы вызываем initial data, у query клиента мы вызываем getQueryData и передаем туда ключ to-dos. То есть если ранее у нас был запрос с таким ключом, он не будет выполнять этот запрос, а сначала начнет искать данные кэша по этому ключу. И непосредственно в кэше мы проходимся find и вытягиваем данные, которые нам уже непосредственно там по ID-шке, по юзеру, там, по каким-то другим параметрам были нужны. Также у нас есть помимо initial data заменители данных. То есть, по сути, placeholder в самом своем простом виде, placeholder, заменители данных. То есть, если у нас там что-то долго идет, не пошло, отвалилось, мы увидим просто placeholder, который будет временно отображаться до получения настоящих данных. Так, про статус из error я уже в конце отвечу. Вопрос увидел. Так, сейчас слайды опять долго переключаются. Вот, есть запросы с разбивкой на странице. Кстати, тоже еще одна прикольная фишка, чтобы ничего не мутить со стейтами и прочим, мы просто указываем в стандартном нашем запросе. Во-первых, меняем API-шку, добавляем туда page и указываем option keep previous data. То есть, когда мы его ставим, мы получаем следующее поведение. Данные после успешного запроса остаются доступными во время запроса новых данных. То есть у нас данные заменяются не сразу, а ждут выполнения следующего запроса, только после этого подменяются. То есть у нас нет такой ситуации, что запрос где-то висит, мы постоянно видим какую-то информацию на экране.
И также с помощью из previous data мы можем определить, какие конкретно данные сейчас отображаются на странице, и с помощью этого свойства там, непосредственно управлять там, кнопками, либо еще каким-то поведением на странице. Ну вот, в принципе, он в базовом примере. Опять же, мы получаем тот же isLoading, error, саму дату, isFetching и isPrevious data. Вот сама реализация этого запроса, то есть мы передаем previous data как options. И вот непосредственно, наверное, будет плохо видно. Нет, нормально. И вот непосредственно реализация уже самого результата запроса. То есть если loading загрузка, если error у нас ошибка, текст ошибки, непосредственно рендеринг самих данных. И вот что касается управления. То есть тут мы просто переключаем страницы. И вот как раз по поводу onClicker. То есть из previous data дает возможность легко управлять событиями. То есть если мы смотрим, если у нас есть или нет previous data, когда мы делаем или не делаем следующий запрос, и, соответственно, у нас кнопка будет активна либо задизейблена. И обычно, когда мы делаем запросы, сервер нам возвращает ответ с параметром hasMode. Ну, в моем примере я потом буду показывать, его не было, поэтому там пришлось немножко устроить танцы с бубном, но все равно все нормально работает. Также есть такая фишка, как предварительное получение данных при fetch query. То есть, если мы делаем запрос, там, например, та же пагинация какая-то, мы можем предварительно там в UseEffect сделать prefetch данных наперед. И во время того, как мы делаем один запрос, у нас же фоново выполняется второй и также записывается в кэш. Ну, обработка данных ускоряется, и отрисовка там просто молниеносная. Также есть такая штука, как бесконечные запросы. То есть, например, самый, наверное, стандартный пример это на любой там розетке, фокстроте и прочее, когда мы выводим какой-то список товаров, и ниже у нас либо идет пагинация, либо там показать еще и прочее. То есть React Query это реализуется очень легко. Там есть ряд определенных параметров, то есть мы получаем дату, объект, который непосредственно содержит все наши, который собирает в себя все наши запросы. Data pages, то есть массив полученных страниц, и непосредственно параметры. Так, и тут, наверное, уже перейду к примерам, потому что тут проще показать. Так, вот у нас есть такое небольшое приложение. Сейчас, наверное, все покажу о том, что я рассказывал. То есть вот первая страница это, в принципе, базовый запрос. То есть тут 250 записей. И реализован, если посмотреть на презентацию на код, он у нас так. В принципе, это очень простой запрос. Мы просто получаем данные, передаем непосредственно функцию запроса useQuery и отрисовываем эти данные. То есть тут, я думаю, банально, ничего сложного. Вот передается ключ users. И сейчас покажу канал. Вот. При запросе вот мы получаем DevTools этот ключ. То есть данные у нас вот. Данные у нас, то есть шел запрос. Ну, тут не видно, они сразу моментально из свежих перекидываются в устаревшие. И, в принципе, вот по ним вся информация. То есть у нас получено 249 записей, 250, когда начинается. Вот и непосредственно вся информация по запросу. Удобно. Так, что касается пагинации. Вот, у нас есть пагинация, которая реализована тоже с помощью useQuery. И как видите, вот все вот механизмы. Так, пагинация. Сейчас pagination. В принципе, в пагинации тоже тут ничего сложного. Мы просто делаем стандартный запрос, то есть количеством страниц и лимитом страниц.
Далее мы используем useQuery. Тут уже непосредственно в качестве ключа мы передаем массив с названием и непосредственно количество страниц. Ну, чтобы каждый новый запрос имел свой уникальный ключ. И keep previous data мы ставим true, то есть он сохраняет предыдущие полученные страницы. Так, что-то еще интересное. Вот, кстати, насчет того, как я рассказывал, получение prefetch query. То есть сейчас, когда мы получаем данные, сейчас задержку поставлю, чтобы было видно. Вот, кстати, вот мы получили, тут отображаются наши ключи, то есть мы указали pagination users и страница первая, тут также все это видно. Сейчас сделаю небольшую задержку. Так, вот. То есть мы в UseEffect можем сделать предварительный запрос данных. И тогда ситуация будет следующая. То есть если раньше нам нужно было какое-то время для того, чтобы данные прогрузились, сейчас я сделал небольшую задержку. И вот, в следующем у нас сразу получается, мы с первой страницы сразу без какой-либо задержки перешли на третью. И вот так по две страницы. Ну, если паттерн был быстрее, без торможения это было еще быстрее. Так получается, я нажимаю на кнопку, он делает при рендере, он делает следующий запрос и так далее, далее, далее. Ну, из-за того, что медленный интернет, он, естественно, чуть-чуть подтормаживает. Если эту задержку убрать, тогда у нас вообще просто молниеносно все данные подлетают. Нет даже никакой малейшей задержки, как было без юз-эффекта. И у нас сразу идут все запросы. Вот, кстати, они. Вот. Все запросы сохраняются в кэше на 5 минут. Так, теперь хотел показать пример здорового человека по поводу Infinity. Вот, бесконечные запросы. То есть, если нам сервер возвращает нормальный ответ, и у нас там есть разбивка на странице, тогда мы просто можем передать option get next page params, и у нас есть такой метод next cursor, то есть следующий, ну, если осуществлена разбивка на странице. И мы просто при каждом запросе добавляем уже в наш исходный массив новые данные и наполняем его, и так плавно получаем необходимое количество страниц. Ну, тут, в принципе, дальше рендер его реализация не сильно отличается от какого-то стандартного запроса. Единственное, что вот мы используем немножко другие флаги. То есть мы проверяем, есть ли у нас следующая страница, и прогружается она сейчас или нет, чтобы кнопка была активна, либо задизейблена. И, в принципе, и еще один из ваших моментов — fetch next page. То есть тут непосредственно мы вешаем обработчик события на кнопку, и когда мы вызываем fetch next page, мы инициализируем следующий запрос, то есть добавляем еще одну порцию данных к нашему первоначальному массиву. Также мы можем сюда, например, не полагаться на get next page params, мы можем просто переопределить, допустим, передать там не 5-ю страницу, а вручную передать 50-ю и загрузится сразу весь массив до 50-й страницы. Выглядит это примерно вот так. То есть у нас есть первоначально 5 элементов, потом мы загружаем здесь еще 5 и еще 15. Ну и если говорить о задержке и о всех дизейблах и прочем, то есть вот пока у нас идет загрузка, то есть dispatching, и у нас есть следующая страница, кнопка будет неактивна. То есть нам опять же не нужно создавать никаких отдельных флагов. Все, что нужно для работы, по сути, из такого важного
То есть запрос сейчас в процессе, запрос завершен. То есть если страницы, непосредственно сами страницы возвращают нам use Infinity Query. Так, там еще сейчас несколько интересных фишек осталось. Так, коммутация. Так, коммутация немножко попозже. Сейчас еще покажу одну интересную штуку. Так, у нас есть базовый запрос, и мы до этого говорили о том, что мы можем получать данные из кэша. Вот, допустим, у нас есть список из 250 юзеров. Мы можем засетать все эти запросы непосредственно во время выполнения запроса юзеров. То есть мы можем указать, пройтись по всем пользователям, используя непосредственно сам query клиент и засетать, то есть уже на начальной стадии первого запроса, то есть еще когда мы ни разу не обращались к конкретному какому-то юзеру, мы можем просто закешировать все эти запросы. Конечно, фишка, с одной стороны, прикольная, но если у вас прилетает слишком много какой-то информации, либо как у меня, 250 пользователей, даже без задержки это выглядит следующим образом. Сейчас покажу. То есть это занимает достаточно много времени, но потом приложение летает. Ну, как мне показалась сомнительная штука. То есть вот, у нас сейчас просто есть users. Один запрос. Это первоначальный. Если мы перезапустим приложение, у нас идет загрузка. Мы ждем. И вот. Приложение прогрузилось. И мы сразу имеем 250 закешированных запросов каждой отдельной записи пользователя. И фишка в том, что теперь, если мы хотим перейти, например, на страницу редактирования конкретного пользователя, загрузка происходит практически моментально. Так, и есть, мне кажется, более непростой, какой-то более эффективный способ ускорения работы. Когда мы получаем непосредственно запись пользователя, мы уже переходим на страницу конкретного пользователя, мы также можем указать initial data и получить эти данные с кэша. То есть, как я ранее рассказывал, мы опять обращаемся к query клиенту. А по поводу лимита на объем кэша, от браузера зависит. Его можно забить хоть до потолка. Вот, то есть мы получаем, опять же, экземпляр query клиента, в него вызываем метод getQueryData, передаем туда непосредственно ключ, в котором хранятся наши данные. То есть мы кэшировали, мы получали весь список пользователей по ключу users, мы проходим по нему, ищем непосредственно конкретного юзера и получаем его. То есть вот мы переходим и сразу же моментально получаем пользователя. Вот этот запрос. Он, получается, у нас уже хранится, и когда у нас он не закеширован, запрос этот в кэше не хранится, но мы ищем его непосредственно уже в кэше предыдущего запроса. То есть мы вот этот запрос мы искали в вот этом массиве. То есть данные нам заново запрашивать не нужно. Это очень сильно ускоряет работу, особенно если у вас не сильно оптимизированный сайт. А там по-разному. Там можно и local storage хранить. Там даже есть отдельные приемы для работы с local storage. Но я сильно в это не вникал. Там просто очень большое количество настроек, тех, что непосредственно возвращают из query, и там какие-то optional, которые туда можно передавать. То есть я сейчас показываю, наверное, самые базовые примеры, но там, если прям посидеть, там можно
прикольные конструкции делать. То есть можно и останавливать запросы, можно инвалидировать запросы. Дальше, кстати, еще расскажу там по поводу мутаций, там тоже всякие прикольные методы есть. Так, вот, что касается непосредственно мутаций. Для того, чтобы произвести мутацию, мы используем hook use mutation, то есть он предназначен именно для этого. Тут, в принципе, что касается всех крат запросов, то есть create, read, update, delete, все очень похоже, и единственная разница непосредственно в базовом запросе, который мы сюда передаем. То есть они особо ничем не отличаются, просто мы создаем какой-то изначальный запрос там, с помощью нативного fetch или access, там уже указываем там, post или put или delete. В useQuery это особая разница не играет, главное правильно построить первоначальный базовый запрос. Чтобы сделать мутацию, нам нужно, то есть use mutation возвращает нам объект mutation, тоже есть там ряд определенных методов, то есть мы можем его деструктуризировать, либо вот как тут, например, указано, просто вызывать там isLoading, isError. Для того, чтобы непосредственно сделать мутацию, выполнить мутацию, нам нужно вызвать mutation mutate, то есть мы передаем, в которой мы передаем уже непосредственно данные. Также, если, например, у нас данные не отправились, там, не знаю, пост не ушел, какая-то ошибка, возможно, мы знаем, что эта ошибка, не знаю, просто какой-то где-то сбой был там в сети или еще чего-то, мы можем перезапустить эту мутацию, вызвав у нее reset. То есть это не очень правильная штука, но вручную мы можем принудительно запрос заново отправить. И скинуть все состояния. То есть, когда мы называем reset, мы сбрасываем дату, то есть ответ. Короче, мы полностью все состояние запроса сбрасываем в ноль. И он отправляется заново. Крутая фишка в мутации — это побочные эффекты. То есть среди побочных эффектов у нас есть onMutate, то есть произошла мутация. Мы можем там, не знаю, вернуть какой-то контекст, либо переменные, которые мы передавали в эту мутацию. onError, когда возникла ошибка. onSuccess, то есть когда мутация у нас была успешной. И onSettled, это когда он, короче, выполняется в любом случае, неважно, ошибка либо не ошибка. Вот, сейчас покажу на примере, в принципе, мутацию. Вот, у нас, то есть, например, есть там имя. Мы делаем update, срабатывает onSuccess, и все, мутация произошла. В коде это выглядит примерно следующим образом. То есть у нас есть непосредственно, опять же, сам query клиент. Мы вызываем hook use mutation. Сюда первым параметром мы передаем функцию мутации. И вторым параметром мы можем уже передавать какие-то, делать какие-то побочные эффекты. То есть в моем примере я просто вызвал alert, там можно делать и какие-то, не знаю, параллельные запросы, можно какие-то другие действия, то есть все, что в вашей душе угодно. Вот. Есть еще такая штука, как инвалидация запросов. То есть, когда когда у нас есть изменение каких-то данных, не всегда у нас происходит моментальная отрисовка. То есть в большинстве случаев нам нужно инвалидировать предыдущий запрос, то есть предыдущий кэш, чтобы сказать React Query, что у нас данные обновились, и нужно быстро их перерисовать. Для этого мы используем, опять же, наш query create и вызываем у него invalidation queries. Причем мы можем сделать это абсолютно с любыми данными из кэша, просто туда нужно передать непосредственно, опять же, ключ. Но тут с ключом есть тоже определенные нюансы. Например, если мы передаем просто ключ todos, вот, как на этом варианте, то мы инвалидируем все данные и вызовем перезапрос всех данных, которые хранятся у нас в кэше, начиная с ключа todos.
Для того, чтобы этого избежать, мы можем передать роутингом, например, exact true, и тогда инвалидироваться будут данные только с ключом todoist, то есть в которых есть только вот одно это поле todoist. Кстати, еще забыл рассказать про ключи. Есть важный момент. То есть, например, если у нас есть два ключа, там, допустим, todoist с таким объектом, и, допустим, у нас был бы опять какой-то массив ключей там с todoist, там с другим объектом, не имеет разницы, как у нас ключи расположены внутри массива, они считаются одинаковыми. То есть, если у нас было тут todoist 1, 2, 3 внутри этого массива, и мы там сделали запрос там todoist 3, 2, 1, React Query посчитал бы это как одним запросом, не выполнял бы его, а брал данные из кэша. А если бы у нас там был todoist 1, 2, 3 и какой-то объект, вот уже как идут данные в объекте, это важно, потому что если мы сделаем такой же запрос и поменяем, например, местами информацию непосредственно в объекте, то это уже будет считаться как другой запрос, то есть другим именем. Также есть такая штука в инвалидации, как предикат, то есть мы непосредственно, когда инвалидируем данные, можем делать, то есть вызывать какую-то функцию, например, для фильтрации и аннулировать, например, какие-то определенные данные. Вот, допустим, удобно, все версии, которые меньше 10, они будут аннулированы, все запросы. Сейчас тут дошли до Next. Ну, в принципе, тут с Next нюансов немного. Просто единственное, что мы получаем запросы на сервере, тут есть определенные моменты с работой React Query. В стандартном, самом базовом случае мы просто используем initial data. То есть, когда мы вызываем, например, там getStaticProps, мы указываем option initial data, и в эту initial data мы уже получаем данные сервера. Но тут есть один нюанс, что когда мы используем initial data, его нужно использовать, если это, например, какой-то вложенный компонент, его нужно вызывать в каждом children, то есть это не совсем удобно. И также, наверное, самый большой косяк этого способа, то, что React Query, получая данные сервера, он не знает, насколько неправдивыми, а насколько свежими они считаются. То есть по умолчанию у нас stale time, вернее, cache time там 5 минут, а вот насколько эти данные свежие, то есть когда мы их получили там сегодня, 5 минут назад, либо 10 минут назад, он не знает. То есть на сервере мы могли получить эти данные, допустим, полчаса назад, а отрисовать, допустим, вот только сейчас. И он будет хранить эти данные там в течение 5 минут, только после этого перерисовывать. Не совсем удобная штука, поэтому для того, чтобы все было более четко и правильно, используют гидрацию. Ну, в принципе, на основании чего и работает у нас есть сервис-сайт рендеринг. Вот. И использование гидрации. React Query поддерживает предварительное выполнение нескольких запросов на стороне сервера, то есть на стороне, например, Next.js, и дегидрацию этих запросов на стороне клиента. Для этого нам нужно создать новый экземпляр запроса с помощью Query Client и внутри приложения в экземпляре ref. Это нужно сделать для того, чтобы предотвратить распределение данных между разными пользователями и запросами. Также помимо самого query клиента нам нужно обернуть наш компонент в Hydrate и передать ему props dehydrate state. Ну, а дальше, в принципе, стандартно почти базовая ситуация для query. Мы получаем эти данные. Единственное, что мы их получаем не напрямую, а мы получаем их предварительно, потому что все данные у нас уже были получены на сервере, и нам нужно сделать для этого предзапрос. И также дегидрировать данные, потому что вот, и данные, которые получены с Next, нужно дегидрировать,
потому что данные, которые были запрошены непосредственно на сервере с помощью useQuery, они у нас являются гидрированными. И дальше, чтобы весь JS и все наши события подтянулись, данные обязательно должны быть дегидрированы. После чего мы делаем обычный запрос, то есть get post, и непосредственно по ключу и получаем наши посты. Либо это делать не обязательно, если вам не нужен сервер-сайт рендеринг, мы просто можем обратиться напрямую также через useQuery и сделать запрос на стороне клиента. То есть эти способы можно миксовать. Ну, и кажется, на этом у меня все.